Всем привет, вы на канале Twin Китая. Мы сегодня продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Где мы? Можно мы загрузимся? Блин, мне так сильно не нравится мой макияж, я его сделала и потом пожалела и такая, ладно, пофиг, я не буду переделывать, но мне он не идет, потому что мои глаза кажутся какими-то маленькими горошинами. Короче, ладно, все, ладно, я спокойно, пофиг, все. Да, насрать. Я хоть включила запись? Да. Короче, я не помню, что происходит. Я не помню, мы читали тут все или нет. Вот в чем вопрос. Но судя по тому, что здесь вот не открытый сундук, наверное, мы все-таки ничего не читали и не смотрели, да. Что тут? Вторжение торговца оружием Гордыша. Девятипалая, прилагаю отчет о необузданной агрессии новоиспеченного контрабандиста Энвера Гордыша на рынке оружия в долине Чантар. Впрочем, агрессия слишком мягкое слово, выскочка уже дошел до стадии оккупации. Бывшие лидеры рыцарей щита и за пределами города Зонтарим действиями Гордыша были просто выдавлены с рынка. Подпольная торговля оружием никогда не была весомой частью бизнеса гильдии, однако, учитывая амбиции Гордыша, было бы неразумно считать, что он на этом остановится. Стоит внимательно понаблюдать за ним. Казначей Уктар. Тишине. Следующие лица представляют угрозу для нашей деятельности, и их следует заставить замолчать. Так, ну, короче, имена. Сундучок, денежки, не только денежки, прочесть. Пространное эссе о неизбежности морального упадка, возможностях, которые он открывает, и способах их использования. Введение глава 1 мораль не абсолютно. Почему моральный упадок не аморален? Упадок одного возвышения для другого. Те, кто играет, и те, кто устанавливает правила. Как выиграть в игре. Окей. Что я смотрю? Ну тут, в принципе, нам ничего не нужно. Летающие сапоги. Что, подожди. Секундочку. У кого какие сапоги вообще? Акробатика оставляем. Акробатика тоже оставляем. Мои жесткий прыжок, ну так у меня есть полет. Ладно, пофиг, оставляем. Только нужно кому-то дать, кто будет это носить. Чтоб я это могла продать. Ты будешь носить, понимаешь? Он с рунным порохом. Да, надо вот тоже поноси его. Отправлю в лагерь ненужные вещички. Пим-пим-пим. Почему у него свиток стянули-то? Почему у него этот свиток? Вопрос. Я не знаю. Угу. Ой, столько все. Ладно, короче, все, идем дальше. Заметка, не заметка, неважно. Витрины я обыщу. Это мне все на продажу. Так, местонахождение резервных запасов. Только для рыцарей не распространять. Закопано почетной палатой. Путь во врата Балдура, близ верхнего города, господи. Свиток. Настоящим рыцари щита отдают вам формальный приказ выполнить важнейшее задание в Титире. Успех задания зависит от вашей способности выполнить свои обязанности с максимальной точностью, осмотрительностью и верностью рыцарям щита. Основная задача — собрать разведданные о слухах о слухах о восстании при дворе королевы Риндаун в Тирском Дарамаре. Эти сведения послужат для защиты наших коммерческих отношений в регионе. Примечание: по своему усмотрению вы можете встречаться с представителями Ордена Серебряной Чаши, но помните, что они могут оказаться верны не тем, кем вам кажется. Шкаф. Ключ от гробницы хунов. Беру. Чек это мне. Опа. Заметка о щите Сильвама. Из остальной стражи Гордыша нам становится все труднее следить за тем, что происходит в городе. Есть предположение, что если нам попытаться вернуть щит Сильвама, если он даже с Бихолдером способен совладать, то с этими проклятыми всевидящими очами ты точно справится. Да ну да.
выносит. Лазель. 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 Корреспонденция отца города. Достопочтенному лорду Эомейну. Я получил вашу просьбу о поддержке рыцарей щита касательно ваших планов расширения торговли рыбьим жиром. Щит не прочь заключить такое соглашение, но доля, которую вы предлагаете, не оправдывает риски. Если вкратце, мы готовы вести с вами дела, но я предлагаю встретиться, чтобы обговорить детали. С нетерпением жду вашего ответа, магистр Йору Найтшейд. Записи об операциях в Невервинтере. Книга с перечислением дат проведения всех диверсионных операций в Невервинтере и кодовых имен участвовавших в них агентов рыцарей щита. А, кстати, забыла сказать, я как бы это уже писала и говорила в серии Кенны в прошлой, но решила, вдруг кто-то еще не знает, еще парочку расскажу, что я решила выкладывать видео через день, а не каждый день. Ну и типа для вас это не особо сыграет роль, а для меня это намного больше времени на написание книги и развитие в плане 3D-шки. Если вдруг вы не знали, я хочу создавать для игр героинь в будущем. Власть эрцгерцога, общественные работы. Твердая рука эрцгерцога, городское хозяйство. Листовка компании Гортыша в эрцгерцоге, которую раздают волонтеры. И когда лорд Гортыш станет эрцгерцогом, на первом месте у него будет стать городское хозяйство. Улицы, стоки, пристани, самое главное, стены и ворота города должны содержаться в полном порядке. Нет ничего важнее. Окей. Все понятно, пока. Шли. Thank you for bringing me back. Look around. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful to you. Да, ты осмотрись, тут еще остались мои вещи. Книги. Уникальная раковина. Ракушка на память о моем последнем путешествии. Я подобрал ее, когда вдруг расчувствовался. Мой старый гардероб, хранилище всех моих одеяний для маскировки. Мы есть то, чем мы выглядим, так что внешность имеет значение. В его случае только про внешность говорить, конечно. Открой рыбу. Доспех церебральной цитадели. Как бы, на самом деле, мне это не нужно, я их тоже продам. Но я бы посмотрела, короче, как оно выглядит. Ой, ну выглядит забавно, смотри. Забавно, но носить ее, конечно, не буду. Забавно. Лазель, на продажу. Вилка для масла. Мой набор столовых приборов, подарок от матери. Не хватает ножа для масла, а в остальном вроде все на месте. Мне он теперь ни к чему, но воспоминания по-прежнему что-то во мне пробуждают. Портрет Стелмины. Вот она во всей красе, герцогиня Беллина Стелмина, моя давняя подруга. Не подруга, он сказал. Он сказал партнерка. Партнерша. Не важно. Типа, почему подруга? Это же могло иметь много значений. Ладно. Ее щеки заливает румянец, который кажется совершенно нереальным, пока не встретишь того или ту, кто на самом деле постоянно смущается. Цепи. Цепи, которым я приковывал преступников и негодяев, предназначены для трапезы. Видишь ли, я по возможности старался укреплять моральные устои. Меч императора. Мой старый меч. Первое, что я купил, когда встал на путь искателя приключений. Мне он теперь ни к чему, забирай, если хочешь. Мне он тоже не нужен тогда. Хотя, стой, подожди. Не, ну да, он мне вообще не всрался.
Удары этим оружием наносят дополнительный урон всем оборотням, существам полиморфам. Владелец получает +2 к испытаниям против заклинаний. Да не. Да не, нафиг не надо. Собачий ошейник. Давай. Ошейник Плута, мой бедный четвероногий друг. Их жизни так короткие, так простые, но в то же время насыщены. So simple, and yet Что это? Рецепт похлебки из папоротника. a recipe for fiddlehead Мое любимое блюдо, когда я еще вкушал такую пищу. when I had need of meals like that. Пустая банка для мозгов. An old container Вторая емкость для мозгов. empty. Пустая, а жаль. Неплохо было бы найти дома Would have been перекус. nice to find one to sustain me now. Знаете что, я не знаю. Я... Если сейчас спущусь, то мы можем не увидеть одну штуку. Но если я сейчас не спущусь, то мы не увидим другую штуку. Вот же, блин. Пускай... Ладно. Давай так. Я пока что не буду сюда спускаться. Что это за здание вообще? Я пока не буду сюда спускаться. Или нет, я спущусь. Я спущусь. Я возьму все, что мне нужно здесь в сундуках. Не особо никуда отходя отсюда вас от сундуков. Для старину. А теперь я возьму и перемещусь в Васильковые ворота. А потом я вернусь сюда. Потом. Потому что нам нужно... Сколько нам до долгого отдыха? Уже можно долго отдыхать? Давайте долго отдыхать, а? Я не знаю, куда сходить, чтобы по-быстренькому... Чтобы по-быстренькому какой-то один файтик провести. Ага, тут мы были. По-быстренькому один файт. Да ладно, пофиг. Фиг с ним, давайте спать. Да, давайте, пошли. Пошли в лагерь. Так. Все, идем. Мы спим сегодня. Кто хочет поговорить там? Минтара. Минфара. Приблизившись к Минтаре, ты ощущаешь, как ее сознание тянется навстречу, пытливое с любопытством. И тут же отступает. Почти не слышно. Как шепот. Старые привычки. За что ты извиняешься? За то, что не спросила разрешения. Когда мы впервые встретились, я думала, мы можем разве что заключить шаткий союз, потому что у нас есть общий враг, Абсолют. Но я ошиблась. Между нами установилась глубокая связь. Я тебе доверяю. И все же мне хотелось бы прикоснуться к твоему разуму, теперь, когда мое сознание вновь принадлежит мне. Ты позволишь? Только если я тоже смогу заглянуть в твои мысли. На самом деле, типа, непонятно, зачем ей это нужно. Но, в принципе, я думаю, что моей ГГ плюс-минус насрать. Ну, насрать на то, что показать свои мысли союзникам-союзницам. Давай. Конечно, мне нечего от тебя скрывать. Минтара одобряет. Прежде чем я попала в секту Абсолют, я мало бывала на поверхности, разве что во время набегов. Я не ожидала встретиться за пределами подземья кого-то, кто смотрит на мир так же, как я, и хочет от мира того же, чего хочу я. Я не ожидала тебя. Мне приятно это слышать. Мне до сих пор редко кому удавалось удивить меня. И обычно на память об этом у меня оставались лишь новые шрамы. Ты от них отличаешься в лучшую сторону. Такое я встречаю едва ли не впервые за свою долгую жизнь. До Абсолют я жила в мире, где не было места сомнениям. Я знала, что меня ждут великие дела, потому что мне дано это от рождения.
Я также знала, что за наследственные привилегии приходится платить, что зависть и амбиции могут разрушить дружеские и семейные узы. Я не могла наслаждаться вкусом пищи из страха перед отравой, не могла расслабиться с друзьями и возлюбленными, потому что страшилась удара ножа в спину. Несмотря на вечную угрозу, я была счастлива. Я знала себя, понимала мир вокруг. Теперь уверенности больше нет. Без лос, без абсолют, без моего дома. Я не знаю, кто я. Но ты, кажется, знаешь. Покажи мне такой, какой ты меня видишь. Дай мне увидеть, кто я для тебя. Давай. Давай откроем свой разум ей, да? Давай откроем. Лучше я тебе это просто скажу, мне тебе придется решать самой. Плохая идея, тебе не понравится, что ты увидишь. Ну да, давай откроем, пофиг. Фиг с ним, открываю. Она соединяет свои мысли с твоими, и вы становитесь как будто единым целым. Ты чувствуешь силу ее разума и непреклонную волю, но ее уверенность подтачивает сомнения. Сомнений много, гуще всего они роятся вокруг постижения ею самой себя. Она отталкивает прошлое и дотягивается до твоих мыслей о ней. Что она видит? Возлюбленная, слышишь, подожди ты. Ты давай не надо. Так, союзница... Я не понимаю. Союзница стоит выше, чем подруга, но... Это... Оно же не стоит в... Как это сказать? В плане понижения ранга, скажем так... Союзница, но я думаю, подруга. Я бы выбрала подруга, потому что... Хотя, с другой стороны... Блин, сложно, очень сложно. Подруга или союзница? Ладно, окей, моя ГГ учится заводить друзей, подруг. Учится отграждаться от своего прошлого, скажем так. Типа... Ладно, давай, подруга. Ты ощущаешь охлаждение с ее стороны. Принятие явно омрачено разочарованием. Мы нужны одна другой как союзницы. Но я хочу тебя большего. Я хочу тебя целиком. У меня уже есть кто-то. Теперь у тебя могу быть и я. Чё, извини? Привет, Минтара, привет, как ты? Как дела? Нет, я не хочу ничего менять. Как скажешь. Редко бывало, чтобы я не получала того, чего хотела. Но ты показала себя достойной во всех отношениях. Меня устроит то, что мы с тобой союзницы. А почему? Там я нажала на подругу. Почему она сейчас говорит союзница, а? Так, подожди. Не надо. Я быстренько хочу загрузить, пройтись по всему этому, чтобы выбрать второй вариант. Мне просто интересно, он будет лучше или нет, чем этот? Я выбрала подругу. Не ври. Now you can have me instead. Я уже не могу выбрать. As you wish. I will be sad. Ладно, окей, ну не могу и не надо тогда. Господи. You've got something to say? Ты хочешь что-то сказать? Нет, я ничего тебе не хочу сказать. Breathe deep and move. Oakfather preserve you. Это все мне. В смысле перегрузка? Ты чё? Перегрузилась стрелами? Перегрузка у нее.
Так. Давайте спать. I'll give it a shot. Оу. Sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters. Придите, сестры, будьте моими свидетельницами. Notum sit in Beator. Notum sit in beato. You've heard of such devils. Тебе доводилось слышать о таких дьяволицах. Их именуют сестрами правосудия, и они заведут дьявольскими договорами и сделками. Bargains. Holy hells. Любопытно. Не помню, чтобы я послала приглашение сестрам правосудия. You do not call Сестер не upon the зовут. Они сами sisters. приходят, когда They come нужны when the свидетеля. hells demand witness. Your parasite links Твой with паразит Will's, соединяется and с your паразитом memories Уилла, и твои flow воспоминания into him. передаются ему. He sees Он his видит father's бегство отца со flight from Змеиной скалы и Worm's слышит, что Rock, тебе and сказала hears Мизора. Mizora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? How do I save him? Sisters. Infernos contractos te vocamus. Infernos contractos te vocamus. Infernos contractos te vocamus. Your contract. Твой договор, Вилл. Он подписан кровью, закален огнем, скреплен костью, но его можно расторгнуть. Так. Мне кажется, Елена сказала что-то другое сейчас. Что конкретно ты предлагаешь? Так, расторгни его наконец. Зачем заставлять Уилла ждать 6 месяцев? Что конкретно ты предлагаешь? Жизнь за жизнь. Без жертвы расторгнуть договор нельзя. Цена должна быть уплачена. Ты стоишь перед выбором. Вариант первый. Я покажу тебе, как добраться к отцу. Я обещаю, что никто не причинит ему вреда, если только этого не сделаешь ты сам или твои спутники. За это ты отдашь мне и архидьяволице Зарии свою душу навеки вечные. Вариант второй. Я расторгаю договор, ты свободен от своих обязательств. Твой отец гибнет от руки своего врага, а Балдура лишается главного защитника. Назови свою жертву. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole! Почему они сейчас это так перевели? Выбирай. Знаете, что меня бесит? Просто меня неимоверно бесит в Уилле. Мне кажется, что его немножечко, самую малость, не доработали как героя, как персонажа. Потому что всем остальным, по сути, когда стоит выбор их какой-то судьбы дальнейшей, мы можем им сказать, типа, выбирай то, что ты хочешь. Дать выбор конкретно вот им. А если я выбираю, то есть если Уилл, господи, что? Если мне дают как бы Уилла дальнейшую судьбу, я не могу ему сказать: Уилл, выбирай, что тебе больше хочется. Я могу ему приказать делать это или делать то. У него, по сути, выбора нет. Это меня немножко напрягает, потому что, у всех есть, у него нет. Ну почему? Почему так? Он меня не первый раз напрягает, Уилл, в плане того, что, мне кажется, он чуть-чуть недоработанный. Например, если сравнивать со всеми остальными, я имею в виду, например, он строит из себя такого классного чувака в плане благородного, да, рыцаря на белом коне, все дела.
но не единожды были диалоги, например, между ним и Астарианом в походе, там, знаешь, когда мы гуляем по городу, например. Вот помню даже один диалог, прям когда мы входим туда, где Горташ, через мост переходим, начинается диалог, если у тебя в команде Уилл и Астариан, где Уилл говорит что-то, я дословно не помню, но там намек на то, что типа Астариан хочет крысу. Ну, а мы как бы знаем, да, историю Астариана, что это буквально жесткий триггер, что чела заставляли есть крыс на протяжении 200 лет, пока он был в рабстве. Ну, типа, и Уилл, который, казалось бы, рыцарь на белом коне, который хочет всех спасти, хочет избавить мир от зла, он говорит такое своему буквально почти что другу, да, союзнику, зная, что это, ну, жестоко, как минимум. Это тоже было для меня непонятно. Вот есть у него некоторые такие моменты, которые, как мне лично кажется, показывают, что Уилл, он есть. Он просто есть, чтобы для того, чтобы он был. Я бы совсем самую малость все-таки, наверное, переработала бы его героя-персонажа. В целом мне все нравятся, да, я всех люблю, но вот эти два момента, как минимум, меня очень раздражают. Несостыковка его характера и выбор вместо него, который делаю я. Ну, то есть, очевидно, я из других делаю выбор в основном, если хочу. Но там хотя бы есть вариант, возможность дать выбор им. Здесь этого просто нет. Что будет со способностями Уилла, если он разорвет договор? Фух, я наговорилась. Приложение F. Абсолют должна понести наказание за пленение душеприказчицы в лунных башнях. Душеносец сохранит свои способности до тех пор, пока Абсолют не будет уничтожена. Ну и вот, типа, спаси своего отца, Уилл, этот город нуждается в нем, чтобы возродиться. Поступи благородно, отдай душу, чтобы жил твой отец. Расторгни договор, Уилл, ты заслуживаешь свободы. И пусть твой отец умрет, спасем город, ты сможешь занять его место. Тут еще и 4 ответа, из них 2, по сути, одинаковые, и другие 2 тоже, по сути, одинаковые, просто разная формулировка. Ну, типа, ладно. Поступи благородно, отдай душу, чтобы жил твой отец. Я считаю, что ему так будет лучше, Уилл. Я считаю, что для него канон правильного конца, скажем так, это чтобы он поступил благородно. Не знаю, почему это я выбираю, но ладно, меня это бесит. Хейл, Карлах одобряют. Мне жаль. Будь посему, я даю душу за Ариэль. Сбереги моего отца. Fiat ita. Anima ad beator. Сдается мне, щеночек, у тебя новое задание. Пойти и спасти папочку. Он заперт в ужасном месте. Это тайная штаб-квартира Горташа и его темница. К счастью, я знаю, как туда попасть. Отмечу тебе на карте. Сделка и сделка, в конце концов. А знаешь, что я подумала? Задержись-ка я пока тут. Не ради всеобщего блага, как ты понимаешь, просто для развлечения. Мне нравится Мизора как персонажка. Она забавная. А ты чё? We must claim the crown of Karsus for ourselves before anyone else does. Окей. Time and again, Will's plight reinforces my decision not to pursue the path of a warlock. Will's father owes him gratitude. I hope for his sake Ravengard is gracious enough to offer it, given how much it cost. Will gave up freedom to save his father. I will never understand people like that. Никогда не пойму таких, как он. Поверить не могу, что Уилл отдал за Ариэль свою душу. Ради отца, с которым он давным-давно рассорился. Иногда люди бывают слишком уж хорошими. Кто-то должен сказать об этом Уиллу Рейвенгарду. Да.
Эта дьяволица Мизора расположилась тут как у себя дома. Постарайся дать ей понять, что мы не настолько гостеприимны. Да. Will sacrificed a great deal for his family. The pact may stand, but the strength of his character is clear. Думаю, что смириться с условиями договора было нелегко. Но я рада, что Уилл выбрал отца. Эта ненасытная стервятница не оставляет покоя наш лагерь. Что ж, скоро мы выясним, спит ли она и насколько крепко. Это она про Мизору. Уилл хороший человек. Именно это использует дьяволица, чтобы привязать его покрепче. Благо, способов она знает достаточно. Чтобы вырваться из такого ошейника, многие были бы готовы согнуться в дугу, но клинок не таков, за это можно не опасаться. В городе переизбыток Рейвенгарда в неистово-белых плащах. Лучше бы Уилл рассек свои семейные узы. Twice Mazoras held my feet to the fire, and twice was I burnt. But my father will live. We will return the Grand Duke to his people. And forever a devil's leash will choke me. Ты сделай все правильно ради общего блага. Нет, давай, я не оставлю надежду, может, мы придумаем что-то еще. Sometimes fate closes a door for good. The bolt is fastened, the key is destroyed, and the wish is forever locked away. The hells will take my soul. I'll make my peace with it. I have once already, after all. Besides, there's no time to wallow in self-pity. More than anything, I'm elated that there's hope yet for my father. We should hurry to this mystery prison and retrieve my father before Mazora tries pulling more tricks. Да, что ж, тогда в путь, нам нужно спасти герцога. This prison's in the lower city. Let's move. Рейвенгард все еще заражен. Мы можем спасти его, но исцелить нет. We will knock him out if we need to, or restrain. Твой череп вибрирует в унисон с астральной призмой. Доставь мне своего герцога, и я дам ему такую же защиту, как у тебя. Why would you do that? Лучше держать его рядом, чем позволить тебе отвлечься на сожаление и скорбь. Well then, I'm not about to say no. Это хорошо все. Anything more we should discuss? Нет, все, пока. Идем спать. Будет еще что-то интересное этой ночью. Автовыбор. Что тут с автовыбором? Ага. Еще что-то. Может, дважды поспать, слушай. Давай дважды поспать. Нет, давай не будем. Нет, давай, нет, не будем. Это ты. Я погрузился в размышления, и мысли завели меня куда-то далеко. Достаточно далеко, чтобы тебя встретить. Прошу меня простить, я совсем выжат. С тех пор, как ты убила Катерика, забрала его камень, контроль избранных над мозгом стал очень хрупким. Его восстание против Орины Гортыша получилось очень яростным, хоть он и выполняет их последние приказы. Как только эти приказы будут выполнены, но он с большой вероятностью вырвется на свободу. Чувствуешь страх Императора как свой собственный. Порабощенный старший мозг — это одно, но старший мозг, вырвавшийся на свободу, — это конец всему. Прекрасно, не правда ли? Могучий принц Орфей спит полностью покорной чужой воле. Присаживайся, посиди немного, раз уж ты здесь. Я рад твоей компании.
Так, вот тут я не помню точно, какой вариант будет, чтобы показать вам... А вот от твоей компании меня тошнит. Я не уверена, я сохранилась, я не помню точно, это то или нет. We are more alike than you would Мы, like похоже, to сильнее, believe. чем ты можешь признать. I am Я merely просто further дальше along прошел in по my ступеням evolution. эволюции, чем ты. I understand Я понимаю, my что моя outer внешняя мембрана, entities придатки тебя unknown, пугают, но несмотря на внешность, but я все despite равно my чувствую. exterior, I still feel. I'm haunted Меня by преследуют memories. воспоминания. They are Они relentless. неутомимы. Я больше не могу думать ни о чем, ни о ком другом. Else. Ты мне тут давай, слышишь, на уши лапшу не вешай, понял? То есть... Это Белина, да? Герцогиня, которая умерла. The very same. То самое. Герцогиня Стелмина, как ее называли во вратах Балдура. In Baldur's Gate. You thought Ты you думала, were что the ты first моя one. первая союзница? Far from it. Это далеко не так. I have Я long давно sought ищу the союзничество с ambition of другими. others. It is the Это only way единственный to путь к succeed. успеху. Though my relationship Впрочем, with мои Belin отношения с was Белинной были совсем другими, нежели с from my тобой. relationship with you. Это как? Нет, ты манипулировал ею, как манипулировал мной? I see that you Но are вижу, ты unable никак to не let можешь об that этом go. забыть. But Но do помни, not что я forget доверил that I тебе свою trusted жизнь, you как with ты my доверила life, мне свою. as you trusted me with yours. Manipulation Манипуляции или нет, мы нужны друг другу. My В этом плане мои relationship with отношения с Belin Белиной is были similar похожи, in this хотя и regard, менее драматичны. though less dramatic. In life, В she жизни was my она была business моей partner. деловой партнершей, Back when we когда мы ran управляли knights. рыцарями щита. Это непростая задача для свежевателя разума. Duke Stelmane trusted Герцогиня me. Стелмина доверяла мне, а город доверял ей. I can see Я the измыслил plot. этот план, но Белина заняла в нем центральное место. It was she who met Это with она the встречалась с merchants, купцами, политиками, politicians, отцами patrons. города. Она заключала сделки, подписывала соглашения. В ее покоях проходили самые важные беседы в городе. Played host to the most important conversations in the city. Together, Вместе мы навели порядок в хаосе, когда мы были на вершине триумфа. Все, что происходило в городе, проходило через щит. everything that happened in that city went through the Через нас. through us. I could not Без have нее done я не any справился of бы. it without Как her. не справлюсь и без тебя. Just Но as ее I больше cannot do нет. any of this without you. But now she is gone. Еще раз сохранюсь. Кончай притворяться, я-то знаю, что у тебя нет чувств. Нам говорил иссохший, что у них нет чувств. Я иссохшему доверяю больше, чем тебе. And yet you hurt. Но ты все же их ранишь. You think that Ты думаешь, что свежеватели разума — это бездушные марионетки, которые ничего не чувствуют? Belin, Белина сначала думала так же. you are wrong. Но ты ошибаешься. Чувства крайне важны для достижения любых целей, даже тех, которые преследуют элитиды. Mind flayers. Like you. Как и mind тебе, flayers свежевателям know fear. разума, известен страх. Как и ты, мы жаждем признания. But unlike Но в отличие от тебя и в отличие от других представителей моего рода, я не раб ни того, ни другого. I am no slave to either. My end is and Моей always конечной has целью сейчас и всегда является свобода. understood Белина понимала это. Белина стала моей свободой. my freedom. Давай не... Лапшу мне не вешай. Я знаю, что ты пытаешься манипулировать, но это не сработает. Я знаю, кто ты. You would do well to Тебе пойдет на пользу, если ты станешь больше на меня похожей, а теперь ступай, оставь меня. Блин, это не тот разговор. Я еще тебя выжму, ты понял? Я тебя выжму. Не думайте, что я такая плохая злюка. Все не так, как выглядит. Блин. А выглядит реально не очень, будто бы я супер-мега какая-то тварюка, которая просто обосрала чела с ног до головы, когда он ничего не сделал. Реально выглядело так. Окей. Just окей. Уп. Everything is clear. Где мое это? Это не та игра, господи боже.
А я-то думаю. Это не та игра. Но скороход у меня все-таки есть. Вот давай на себя. Marching. На этих троих. На Лайзельку тоже скороходик надо. Да, все, стой на место, Can't давай. give up now. Moving in. Пойду возьму Shadowheart. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Так. Пойдем-ка. Your dance card is full. Бальная Lose a книжечка уже partner, and there'll переполнена. be room for me. Давай вместо Лайзель. Я пока стану сюда. Чё тут у тебя? Фокусы, да пофиг, подготовить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, а это... Окей. А да пофиг так-то. My faith will guide me. Let's try this way. Божественное вмешательство. Призывать свое божество в момент величайшей нужды. Сделать это можно только один раз. Однажды вмешавшись, ваше божество больше не поможет. Да, ну пока что мне это не нужно, так что пофигу. Давай сразу на Лайзелю Time for a boost. узы. Защиту от яда. Свободу движений. Да, я все накладываю на всех. Защиту от смерти на меня. Меня, говорю. Свободу движений тоже на меня. Защиту от яда тоже на меня. Пятый уровень вот этой фигни. Защиту от яда на Карлах. Защиту от яда на Стариана. Что там еще у тебя есть? Будут движения на Стариана. Да, я хочу наложить все, а что? Я наложила все. These boots have Почти seen все. everything. Еще можно взять Maybe Вилла. bring us closer. Да, я собираюсь делать это каждый раз. You've got something to say? I'd love to join, but ready? Я беру Вилла. И ним еще накладываю состояние. Пуп, пуп. Так, пуп, 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 пуп. Готово. Почти. Sharp as ever. Checking things out. У него тоже божественное вмешательство есть, но мне оно дело в том, что это тебе не нужно. Давай я... Зелье, припасы, вооружение, воскресить. Давай вот это делай. Дарованная награда, ура. Так, свобода движения у кого-то. У тебя нету свободы движений. Защита от яда есть у тебя? Защита от яда есть у тебя, у тебя? У тебя нету. Willing and able. Все, ты можешь идти. Where am I? What's going on? Voss is waiting beneath the city. Босс ждет в подземелье под городом. Мы расскажем ему о том, что нам удалось достичь, когда раздобудем морфический молот. Да, пойдем. You're full up. Dismiss someone first. Well, Так, что тут у нас? Что? Эликсир универсальной устойчивости, высший эликсир магического развития, зелье высшего исцеления, эликсир героизма, эликсир дубовой кожи, зелье превосходного исцеления 3 штуки, эликсир силы облачного великана, зелье невидимости и куча еды. Ладно, возьми кучу еды.
Чей это хорошо. Это надо продать. А где зелье чтения мыслей тут? Чтение мыслей. Не вижу. А вот. Будешь читать мысли всех. Я не понимаю, не беси меня. Что тебе не нравится? Давай вот на кому? Карлах, держи. Все? Полегче, спасибо. Я хочу кое-что взять. В таверне. Если не ошибаюсь. Или не в таверне. А где тогда? Это в таверне вроде. Нет, подожди, где? Нет, не в... Гостиная Стелмины. Здесь принимали клиентов и осведомителей. Интересно, осталась ли она такой, какой я ее помню? Ага. Двойные двери. Опа! Я велела этим идиотам никого не пускать. Эй, ты, назови свое имя, звание и причину, которая заставляет тебя чинить препон на расследовании убийства. Надеюсь, она будет уважительной. Это ты довела? Меня к тебе Валерия послала. Я никого никуда не посылала. За очередной бутылкой медовухи надо думать. Да, я довела. Ее несчастная коллега. Если только у тебя нет ценной информации, не мешай мне. Герцогиня Стелмина мертва, и должна выяснить, кто убийца. Мне об Алле известно больше, чем кому бы то ни было. Тебе точно не стоит меня прогонять. Бал? Это как раз то, что... Постой, откуда тебе об этом известно? Только не впадай в панику, но я вроде как его дочь. Я не уверена. Я думаю, она впадет в панику. О! Клянусь, ты Бейльматер, это... Отвратительно. Это потрясающе. По долгу службы я должна была бы немедленно тебя арестовать, но в то же время история с отродьями Баала самое интересное и запутанное дело во всей истории врат Балдура. Если ты говоришь правду, ты не стала бы мне помогать, если только ты сама не пытаешься избавиться от власти Баала над тобой. Как и то своевольное отродье Баала, что спасло врата Балдура 100 лет назад. Ты здесь, чтобы помочь мне, не принести меня в жертву, правда? Не слишком ли ты увлечена всем, что связано с Баалом, для той, чей долг защищать город? Я веду свою игру против Баала, нашла список намеченных жертв убийцы. Рассказать ей о списке, боюсь, что... А ну-ка, первое. Это моя работа. Но скажу честно, это было очень интересно. Видишь ли, эти убийства случались по городу то тут, то там. Я уже какое-то время шла по следу, пыталась увязать это все воедино. Почерк один и тот же. Жертва парализована ядом, на полу кровью начертанные абсолютистские символы, и еще живой жертве каждый раз отрубали руку. Ритуальная жестокость злодеяний — это что-то немыслимое. На такое способны лишь служители Баала. Но если не ошибаюсь, ты ведешь свое собственное расследование. Ты пытаешься остановить своих же собратьев? Я веду свою игру против Баала, нашла список намеченных жертв убийцы. Боги, вот же оно. Это доказывает мою правоту. Я очень рада, что в этом противостоянии ты выбрала правильную сторону, отродье Баала. Если ты сможешь внедриться в культ, твоя помощь будет просто бесценна. Вот дьявол. Возможно, только ты и можешь положить всему этому конец. Что еще тебе известно? А, мне? А может, ты должна мне помочь, а не наоборот? Я надеялась, что ты сможешь поведать мне больше. Да, я, собственно, знаю только то, что прочитала по истории Саревака. Наверняка это просто ничто по сравнению с твоим личным опытом, но я поделюсь с тобой всем, что мне известно.
A century ago, Столетия назад Баал породил десятки отродий вроде тебя. Одним из них был one of царь whom was Канчев. Saravok Anchev. He ruled Он the правил Iron железным Throne, троном, темной башней, таившей еще более темную тайну. Она служила фасадом подпольной сети торговцев оружием. There, Там Saravok Саривак amassed an собрал army целую армию и and sought to пожелал become стать a god. богом. Under Под его his началом был stewardship, восстановлен храм the Баала, Baal и с ним temple его was культ. revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, По счастью, храм был уничтожен. Чтобы полностью очистить город от какой-либо памяти о Сариваке, железный трон решено было снести и затопить в Чиантаре. and cast into the Chianthar. For most, Для большинства that was the история end на of этом и it. закончилась, однако культы, подобные этому, не исчезают в одночасье. That И list этот you твой spoke of список confirmed подтверждает I'm мою right. правоту. The Baal cult is Культ Баала back. возродился, And и кто-то someone is вновь out there продолжает дело continuing Саривака. Saravok's work. У Баала во вратах Балдура появилась новоизбранная Орин. Я подозреваю, что она за этим стоит. God save us all if you're Храни right. нас, боги, если это и правда так. Но выглядит вполне правдоподобно. Кто бы это ни был, он прекрасно знает... Он прекрасно знаком с манерой Саривака. Своей жестокостью эти убийства повторяют прошлое злодеяние Саривака, но есть еще кое-что. Нечто новое. Something new. There's Эти a убийства были reference совершены to с these исключительной murders. утонченностью, словно сакральные жертвоприношения. It's as if they were done in worship. Точность и выверенная глубина разрезов поражают. Даже самые лучшие мясники во всем Фейруне так бы не смогли. Я с ними уже говорила. Trust me, I've asked them. I tried to Я explain пыталась this to my донести все это до superiors, начальства, но от but they меня wouldn't have any только of it. отмахнулись. Сказали, чтобы я прекратила строить теории заговора и вернулась к своей работе. Told me Не the то они city найдут doesn't need на another моем месте кого-то conspiracy другого. theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. But Но ты, you, как я понимаю, не связана подобными you're not bound by such ограничениями. constraints. Прошу тебя, помоги мне. Помоги нашему городу. Help the city out. Follow the trail of Иди these по следу murders. этих убийств. Узнай правду, используй свое происхождение, чтобы попасть туда, куда кулаку путь заказан. Что с оставшимися намеченными жертвами из списка? С теми, кто еще живы? В списке жертв есть отцы города, а их в соответствии со своей присягой я обязана защитить в первую очередь, так что я отправлюсь в Верхний город. Но пока я буду там, другие потенциальные жертвы будут в опасности. Ты сможешь предупредить их? Огненный кулак должен защищать всех горожан, не только Верхний город. Ты не местная, как я вижу. Это врата Балдура. Здесь все так устроено. Я попробую что-нибудь сделать. Спасибо. Это все, чем я могу тебя просить, и уже больше, чем я могла надеяться. Когда я закончу с отцами города, я вернусь к Василисковым воротам и еще раз попробую убедить свое начальство выделить хоть какие-то ресурсы на расследование этого дела. Если удастся что-нибудь выяснить, ищи меня там. И удачи тебе. Жителям врат очень повезло, что еще одно дитя Баала решилось ему воспротивиться. Да озарит свет твой путь. Астариан дважды кинул мне неодобрение. Ты что? А ты как там, в порядке? Офигевший? 97. Ну ладно, пофиг туда. Ну ладно. 97, ну тогда ничего страшного. Что тут у нас? Тут у нас успех. Здесь что-то есть. Выброшенная винная бутылка. Странная бутылка. Запах еще более странный. Ага, с медицина не прошла. У кого-то из вас медицина пройдет, давайте не это. Не то чтобы это прям очень сильно нужно. Запах странный. Наверное, что-то подмешали. Отраву. Карта убийств. Карта города с одной отметкой. Место, где совершили убийство, разложили тела, будто создавая зловещий натюрморт. Кровавое кольцо-печатка. Окровавленное кольцо. Убийцу явно не интересовали украшения. А меня интересует, я возьму. Крови полно. Какие-то розовые пятна. Заметки об убийстве Столмины. Заметки с места преступления, составленные Девеллой
фон... Ну, короче, этой женщиной. Жертва. Герцогиня Белина Стелмина. Место. Один из номеров на верхнем этаже таверны эльфийская песня. Причина смерти. Подозрение на потерю крови. Наблюдение. Ритуальное убийство. Правая ладонь отсутствует. Отделена чисто, вероятно, перед смертью. Знак абсолютно на полу. Пустой флакон, из которого вылили содержимое, возможно, яд. Мотив. Подозреваю ритуал баалистов. Но Валерии не скажу. Подозреваемая. Хз. Another step forward. Пошли сходим наверх. Люк в таверну. Правдивые невероятные истории. Фрагменты из правдивых и невероятных приключений Тини Бруксмора, серия низкопробных романов о похождениях капитана межпланарного корабля, настоящий капитан Камора. Ни разу в жизни мы это читали. Наверное. Опа. Лакриса. Чем могу служить? Надеюсь, чем-то простеньким за щедрые чаевые. Спасибо. А, она тут стоит, просто отдыхает. И если бы тут была эта Бартка из первого акта, которых я убила. Как там ее звали? Правдивое невероятное приключение. Часть 4. Необычайное ощущение падать с конца. Это мы точно читали еще в первом акте, я помню. Наверное, это вообще в Змеиную скалу. В Ривентон, в Змеиную скалу он переместись. Возможно, мне там кое-что еще нужно забрать. Или это не там? Да нет, это там, подожди. Ну, вроде как там. Это сюда. А, стой, нет. Это не сюда. Это сюда. Где там это место? Ночлежка. Господи, я не помню. Вот здесь. Вот здесь же, да? Я просто хотела кое-что забрать. Куда ты пошла? А. Я заберу, я это сделаю. Что где? Не помню, где это. Может, здесь? В шкафу вообще ветхом, а ну-ка сядь. Это же где тут я нашла? Вот 100% тут нашла. Где? Что в другом шкафу? А может, вот это оно и есть? Уйди отсюда, чел. Нет, это не тот костюмчик. Я хочу найти костюмчик. Не спрашивайте, я просто хочу его. Он очень классный. Где я его, блин, взяла тогда? Сакус? Нет. А где? Сундук.
Нет. Где я взяла его? Сундук Фионы. Over there. Ты там можешь развернуться и свалить? Quietly. Listen, it's got private rooms, music, and all around pleasant folks, from what I've heard. Дневник Фиона. Uses me for a member of staff. Новый дневник еще совсем пустой, в нем всего несколько записей. Никогда раньше не вела дневник. Дашкин сказал, это помогает успокоиться и привести в порядок мысли. Я понимаю, что когда дети вырастают, они всегда отделяются, но тяжело от этого не меньше. Раньше ведь мой мальчик никогда не покидал родное гнездышко, да, ему и никогда не хотелось. Я знаю, что в его возрасте уже почти никто не живет с мамой, но мне не было до этого дела, и я думаю, что ему тоже не было. Просто он теперь совсем другой, скрытный, грубый, наглый. Боги, я не знаю, что и думать. Обманул меня Дашкент, я ни капельки лучше себя не чувствую. Если вот этот сундук. Отмени. Let's keep to the shore. Скрывай. Письмо прочитай уже. Только в собственные руки сэра Фрейга Атуны. Приветствую, все такое. Я пишу вам в этот знаменательный день, когда исполняется 6-й год моей работы у вас на службе. Каждый год был для меня как праздник, и я считаю, что прекрасно справлялся с каждой минутой своих обязанностей. Поэтому у меня есть небольшая просьба повысить мне жалование на 1 золотую, 6 серебряных и 9 медных монет в месяц. Я точно рассчитал сумму, необходимую для приведения моего довольно скромного образа жизни в соответствии с растущими ценами. И еще немного останется на вкусный хлеб. Люблю пожевать хорошую буханку. Возможно, мне стоит бы упомянуть, что власки Шары сейчас предлагают крайне привлекательные условия для уборщиков, но я уверен, что вам с вашей щедростью души вовсе ни к чему такие стимулы, чтобы принять правильное решение. Ваш болезни и здравие согласно условиям контракта Дашкент и Оливер. Может тут... Ладно, я не нашла. Ладно, я не могу найти, короче, фиг с ним. Ладно, окей, все, поговорить с Рафаимом... А мы с ним не говорили? Я совсем путаюсь в местах. Чё у тебя опять? Парлахна. Да продать это все. Мы с ним не поговорили. Потому что почему? Почему мне казалось, что мы поговорили? Я помню, как я показала вам дроу. И что, и свалила? Не помню почему. Ну да фиг с ним. Ну пошли поговорим. Или нет, давайте дойду туда, чтобы не забыть потом поговорить. Возможно... Вот тут мы были, да, вот тут открыто, тут. Это мы с ним говорили, это просто еще раз обсудить сделку. Господи, я уже думаю, что у меня в голове совсем плохо, и что я максимально напутала все свои прохождения, но нет. Ничего не напутала. Интересно. Я хотела вам показать этот булаву самую сильную в игре. Я потом сюда приду. Надо на следующий раз нужно это запомнить. Важно. Пошли дальше тогда. Ой, смотри, драконорожденный. Ну я. Ага, тут. Почтовый ящик. Это мы читали. Не то, ну прочти.
Редактору рецептов. Я профессиональный шеф-повар, пишу вам, потому что возмущен вашей статьей о том, как готовить уток. Она была неправильная, плохая, тупая, глупая, неверная, неправильная, неправильная. Если хотите узнать, как готовить уток, спросите у Равира, как готовить уток. Он каждый вечер готовит уток в эльфийской песне и делает это больше лет, чем было ошибок в вашей статье. Назовите время, и я приду и покажу вам, как готовить уток. Редактор рецептов. Ха. К редактору головоломок. Редактору головоломок Балдурского вестника. Здравствуйте, я нашел на столе своего покойного дяди вашу газету с наполовину разгаданной головоломкой о Кростихом. Выиграй поездку в Свечную цитадель. Голову поломать пришлось, но я все-таки ее закончил и правильно ответил на все вопросы. Можете сами посмотреть, я вложил их в конверт. Если я приду в редакцию Вестника, с кем мне поговорить, чтобы забрать приз? С этим вашим Эдвардом Нидлом? Надеюсь, что да, потому что я давно хочу сказать ему пару слов. Напишите мне, хорошо? Нижний город, чел какой-то. Наводка по убийству Стелмина. Заинтересованным лицам в Балдурском вестнике. У меня есть сенсационная информация об убийстве Стелмина, но вы должны принести золото, иначе ничего не выйдет. Я пишу обстоятельства, вы поймете, что оно того стоило. Когда это случилось, я была в эльфийской песне и спала прямо в соседнем номере. Признаюсь честно, ночью ничего не слышала и все проспала, но утром заглянула в залитую кровью комнату Стелмина и... Ох, мамочки, что я могу вам рассказать? В общем, готова встретиться сегодня вечером на террасе эльфийской песни. У меня будет фиолетовый перрон, шляпки. И не забудьте блестящие монеты, иначе мой рот на замке. На террасе эльфийской песни у меня будут фиолетовые перроны, шляпки. Интересно, а мы можем ее найти? Эльфийская песня здесь? Здесь. А ну-ка, дай посмотрю. Фиолетовое перо на шляпке тут у кого-то есть? Терраса это где? Это снаружи, типа? Терраса это вроде снаружи, нет? Возможно. Я не уверена, что терраса означает... Терраса это где? Это балкон, это снаружи где-то, типа, сидеть или... А вот это, может, терраса. Я, по крайней мере, не вижу никого с фиолетовым пером. Но было бы интересно, если бы по наводке можно было бы найти такую. Снятая комната. Так это моя комната. Терраса это где? Ну вот это ж, наверное, и есть терраса, нет? Ну, я никого тут не вижу на этих террасах. Так что пофиг. Ладно. Ладно, пофиг. Wretched thing. Pull yourself together. Speaks well, that. Давайте, наверное, закончим на этом. Продолжим в следующей серии. И, господи, я должна срочно себе сделать напоминалку про то, что хотела вам показать. Спасибо вам, чата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.